Вот уже совсем скоро, а именно 16.06.2023 года, по всему миру начнется показ полнометражного фильма по Черному Клеверу «Меч Короля Магов». И поэтому совсем недавно вышел новый, последний или предпоследний трейлер к фильму, где нам показали шикарные дизайны персонажей и их способности. Даже стала известна магия предыдущих королей: Конрада, Принси, Шута и Эдварда. Так что погнали посмотрим, что же нас ждет в предстоящей экранизации. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Новый трейлер к фильму Черного Клевера является, так сказать, дополнением к предыдущим трейлерам, так как он принес не совсем чтобы много чего нового, хотя и это есть. Но в целом данный трейлер сосредоточен на демонстрации анимации, дизайна персонажей и локаций, где будут происходить действия. Так что если тебе интересно узнать детали самого сюжета и подробной информации о персонажах, тогда можешь смело посмотреть мой предыдущий разбор прошлых трейлеров, в котором было затронуто много информации. Этот ролик все еще актуален, кроме самой даты экранизации, так как незадолго после публикации ролика было заявлено о перенесении старта показа. Рекомендую посмотреть или пересмотреть данный видос, так как мы сегодня, как и собственно сам трейлер, сосредоточимся не на сюжете, а на персонажах и их измененном дизайне. И если прошлый трейлер показал нам небольшие сюжетные фрагменты, то уже в новом нам демонстрируют более расширенную сцену сражения Асты в окружении магии Конрада, которая является собой магию создания ключей, способную красть магию противника. Происходит это следующим образом. Чтобы заполучить в свое распоряжение чью-нибудь магию, предыдущему королю магов нужно создать особый ключ, с помощью которого можно будет запечатать магию противников за некой дверью и после использовать ее при необходимости. То есть тот момент, когда Конрад ключами открывал нечто, в ходе которого появились еще неизвестные нам объекты, на самом деле являются некими дверями, за которыми запечатаны различные виды магии. Это, кстати, выглядит очень интересно, но если вам показалось, что запас магии Конрада был не особо впечатляющим, то спешу вас обрадовать. В трейлере, в особенности на этом кадре, показана лишь часть магических дверей, и на самом деле их огромное количество, и я бы даже сказал очень огромное, так как есть сцены, где Аста мчится к противнику, пролетая бесчисленное количество магических дверей. Так что этот предыдущий король магов не так прост, как кажется на первый взгляд. Есть даже момент, где он аккумулировал некоторые виды магии, создав тем самым некий мана-покров, достаточно сильно напоминающий погружение духа ветра Юна. Остальные же короли магов обладали следующими магическими способностями. Эдвард владеет магией льда, Принция или принцесса Фанни Банни обладает магией металла, с помощью которой она может создавать солдатов. Кстати, ее способности очень хорошо подходят к образу командира и самому дизайну персонажа. Джестер или же Шут обладает магией барьеров, которые можно использовать как для защиты, так и для нападения. Он, можно сказать, является прокачанной версией Секки. Возможно, кстати, именно его барьер, перед которым стоял главный герой, и был показан в трейлере. В полнометражке нас ожидают кучу красочных локаций, масштабных разрушений и заклинаний. Сцены сражения будут сопровождаться различными зрелищными эффектами. Антимагия Асты в этом фильме так вообще будет выглядеть немного иначе, чем мы привыкли к ней в аниме. Да что уж там говорить, изменился сам дизайн Либи, показанный в сознании Асты. То есть, помимо зрелищных сражений, мы также увидим и уникальные дизайны персонажей. Все уже знакомые нам персы будут хорошо проработаны, но отдельного внимания стоит все-таки уделить главному герою, ведь в этом фильме он продемонстрирует нам более продвинутый антимагический покров, который по количеству силы дьявола можно сравнить с Астой в режиме берсерка. И видимо эту форму нам также стоит ожидать и в полнометражном фильме, ибо есть кадры, где главный герой прям пылает яростью, и при этом сила дьявола начинает буйствовать. Так что режиму берсерка Асты быть, и это просто кайф.
Но также есть и моменты, которые меня смутили. В особенности это правая демоническая рука Асты. Как известно, он получил ее в бою против Данте, заключив сделку с дьяволом, отдав свою руку взамен на демоническую. И как вы знаете, после этого сражения Ями был похищен Зеноном, но в фильме мало того, что присутствует демоническая рука Асты, так еще нам показали самого Сукихира, который сражался в той же локации, где был и Конрад Лето. Это совершенно не сходится с тем, что нам представляли. Говорилось, что фильм «Меч короля магов» будет вписан как раз в таймскип Королевства Сердца. Но почему у Асты уже есть демоническая рука и капитан черных быков также тут присутствовал? Хотя в прошлом трейлере нам показали закованного Ями где-то в неизвестном месте, и в таком случае уже можно было как-то объяснить демоническую руку ГГ, но в новом трейлере данной сцены больше не было, и там был просто показан Ями, который выражал свою веру в главного героя. Так еще прикол в том, что далее нам показывают, как у Асты снова появляется человеческая рука, а с антимагическим покровом она становится просто черной, так как это должно было быть до заключения сделки. Да и думаю, не стоит напоминать, что после получения демонической руки главный герой никак не мог менять ее облик, делая то человеческую, то демоническую. А после дуги пикового королевства он вообще сделал для нее некий чехол-перчатку, чтобы не запугивать жителей столицы. Так что я думаю, вы поняли, почему меня смутила данная ситуация. И ведь это не назовешь ляпом в анимации, поскольку эту руку показали не где-то незаметно, а прям по центру экрана. Для чего это сделано, непонятно. Надеюсь, нам объяснят все это в фильме, ну а если же это все-таки ляп, тогда я надеюсь, что это исправят. В целом, этот трейлер меня приятно удивил. Как для аниме, в фильме Черного Клевера анимация и рисовка будет действительно впечатляющая. И даже если фильм будет идти не по манге, то это не так печально, ибо полнометражка покажет нам много чего интересного. Новые дизайны персонажей, предыдущих королей магов и их силу, и Асту Берсерка, приправив все это шикарной графикой и визуальными эффектами. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.